Спросите случайного человека, какая катастрофа на воде была самой тяжелой в истории. 9 из 10 назовут один корабль, один айсберг и одну дату – 1912 год. Ответ неверный. Причем неверный не на проценты, а в разы. На дне лежит целая очередь судов, каждая из которых унесло больше жизней, чем «Титаник», а некоторые в несколько раз больше. Почти никто из тех, кто пересматривал фильм с Леонардо Ди Каприо, не назовет ни одного из них по имени. Мне и самому было интересно разобраться, почему так вышло. Одна катастрофа стала мировым символом, а другие, куда тяжелее по счету, просто выпали из общей памяти. У памяти, судя по всему, довольно неряшливый бухгалтер. Он считает не количество, а форму истории, символ, фильм, десятилетия культурной работы вокруг одного айсберга. Первая из сегодняшних историй случилась под Рождество на Филиппинах. И там этот бухгалтер ошибся сильнее всего. 20 декабря 1987 года. Паром «Донья Пас» под командованием капитана Эусебио Насарена выходит рано утром из города Таклобан в Манилу. Маршрут знакомый экипажу до последнего поворота. По документам на борту немногим больше 1500 человек. На деле почти в 3 раза больше. Билеты продавали прямо на пристани, никто их толком не считал. А перед Рождеством домой возвращались целыми семьями. У парома уже была своя история. Пожар в 1979 году, после которого судно восстановили и сделали ставку не на комфорт, а на количество мест. Салоны заменили рядами кресел, а официальную вместимость заметно увеличили. «Донья Пас» была обычным рабочим паромом межостровной линии, с несколькими палубами, где в праздничные дни пассажиров укладывали чуть ли не в проходах между сиденьями. К вечеру того дня почти все на борту уже спали. Рейс был ночным, а следующим утром Манила и семьи, которых не видели месяцами. Радиостанции на пароме не было. Спасательные жилеты держали запертыми в кладовой. Мостик, если верить показаниям выживших, в тот вечер был занят телевизором больше, чем морем впереди. А вперед смотрящим оставили одного младшего матроса. В половине 11 вечера у пролива Таблас, недалеко от острова Мариндуке, Донья Пас столкнулась с танкером «Вектор». Ночь была ясной, но море неспокойным. Позже суд установит, у танкера не было ни лицензии на рейс, ни вперед смотрящего, ни исправного руля. Им управляли вдвоем, потому что один человек с рулевым колесом уже не справлялся. Он вез 8800 баррелей бензина и другого топлива для нефтяной компании. Выжившие потом вспоминали не столько сам удар, сколько взрыв сразу следом, и то, как быстро после этого на борту началась паника. Топливо вспыхнуло почти сразу после удара. Огонь пошел не только по палубам, он растекся по поверхности моря, потому что бензин легче воды и продолжает гореть, пока плавает сверху. Люди прыгали за борт без жилетов, потому что оставаться на пароме было уже некуда. Вода вокруг тоже была в огне. Паром ушел под воду меньше, чем за 2 часа. Танкер держался на плаву еще около 4. По корабельному журналу в ту ночь на Доньей Пас числилось меньше 1500 человек. Комиссия 1999 года пересчитала иначе – 4386. Билеты продавали без учета мест, а кассир в порту перед праздниками просто не успевал вписывать всех подряд. Спасатели вышли в море не сразу. Береговой охране потребовалось около 8 часов, чтобы вообще узнать о случившемся, и еще около 8, чтобы организовать поиск. 16 часов между столкновением и первой лодкой на месте. И домой в итоге вернулись около 26 человек с обоих судов вместе взятых. В разных источниках цифра гуляет на 2-3 человека, но не больше. Когда я сопоставлял хронологию этой ночи, зацепило не столкновение и даже не огонь, а именно эти 16 часов тишины. Пожар на воде забирал минуты, а вот то, что случилось после пожара,
Задержка, неразбериха, отсутствие радиосвязи растянулось на добрые полсуток. И именно от этого зависело, успеет ли хоть одна лодка подойти к людям, которые все еще держались на воде в темноте. С 1972 по 1987 год у филиппинских берегов произошло 80 столкновений судов, 177 случаев, когда суда шли ко дну, и 53 пожара на воде. И это без учета самой Доньи-Пас. Слабый контроль был не исключением из правил, а фоном, на котором работал весь местный флот. В последующие дни правительство признало случившееся национальной трагедией. Корасон Акино распорядилась выплатить пострадавшим семьям компенсацию, а против владельцев парома и танкера начался судебный процесс, который тянулся не один год. Но за пределами страны тема закрылась быстро. Расследование, суд и дальше почти полная тишина. Донью-Пас иногда называют «Титаником Азии». Сравнение одновременно верное и обманчивое. По числу не попавших домой она втрое превзошла настоящий «Титаник», но всемирной славы так и не получила. Владелец парома, компания Sulpicio Lines, за следующее десятилетие потеряет в море еще 2 судна той же линии. Донья Марилин годом позже унесла около 300 человек. Princess of the Orient в 1998 еще около 200. По всем катастрофам одной компании общий счет за 11 лет вышел примерно на 5000 человек. И это уже не совпадение, а стиль ведения дел. Обломки нашли только в 2019 году. Исследовательское судно обнаружило на глубине около 500 метров корпус Вектора, а в паре километров от него, в похожем положении, сам паром. Больше 30 лет оба корабля пролежали безымянными точками на морской карте. Разлившееся топливо тем временем еще долго било по прибрежной экологии пролива. Это тоже часть счета, который выставила та ночь. Просто не в человеческих жизнях. Восточная Пруссия. Последняя зима Большой Европейской войны. Красная армия наступает так быстро, что сотни тысяч гражданских бросают дома и идут к морю. Единственному пути на запад, который у них еще остается. Люди неделями шли колоннами по замерзшим дорогам, слыша слухи один страшнее другого о том, что творится на землях, которые армия уже заняла. К портовым причалам они выходили изможденные, часто пешком, с детьми на санках, и садились на любое судно, способное еще выйти в море. Операция называлась «Ганнибал». Крупнейшая морская эвакуация в истории, в которой участвовало больше 1000 судов, а число вывезенных людей, по разным подсчетам, доходит до 1 миллиона. Среди этих судов оказался бывший круизный лайнер «Вильгельм Густлов». До войны его строили специально для отдыха немецких рабочих, назвали в честь партийного функционера, убитого годом ранее, и на церемонии спуска на воду лично присутствовал Гитлер. Позже лайнер служил госпитальным судном, а затем плавучей казармой для курсантов-подводников в порту Готенхафен. 30 января лайнер, рассчитанный на неполные 2000 пассажиров, принял на борт по разным подсчетам от 7 до 10,5 тысяч человек. Точное число не установлено до сих пор. Часть беженцев поднялась на борт без всякой регистрации, толпясь у трапа с детьми на руках. Почти половина пассажиров были детьми. Внутри было так тесно и душно, что многие сняли спасательные жилеты, хотя это было запрещено правилами. Снаружи минус на термометре, лед на палубе и один единственный эскортный корабль вместо 2. Второй сломался еще в порту. Шлюпок и плотов на борту хватило бы едва ли на 5000 человек. При том, что реальных пассажиров, судя по всему, было заметно больше этой цифры уже на момент отплытия. Незадолго до 9 вечера советская подводная лодка С-13 под командованием Александра Маринеско зашла лайнеру на перерез со стороны берега. Оттуда атаки ждали меньше всего. У Маринеско были личные счеты с командованием. Незадолго до похода он едва избежал трибунала за пьянство и самовольную отлучку. И цель покрупнее была ему нужна как воздух. Экипаж подписал торпеды перед выстрелом. «За Родину! За советский народ! За Ленинград!» 4-я, подписанная в честь Сталина, застряла в аппарате и чуть не разорвалась прямо внутри лодки. Торпедисты успели ее обезвредить в последний момент.
Каждая из 3 оставшихся – это без малого 4,5 тонны стали и взрывчатки, и все 3 дошли до цели. Первая ударила в носовую часть и заклинила водонепроницаемые переборки. Те, кто спал в носовых каютах, оказались отрезаны в первые же секунды. Вторая пришлась в середину корпуса, в район бассейна, где размещались девушки из вспомогательной службы флота. Третья вывела из строя машинное отделение и обесточила судно целиком. Лайнер ушел под воду чуть больше, чем за час. Балтийская вода в конце января – это температура, при которой человек без спасательного жилета теряет сознание за считанные минуты. На проходившие рядом корабли подняли около 1200 человек. Остальных, а их оставалось куда больше, море так и не отпустило. Формально в ту ночь Маринеско потопил военную цель. На борту лайнера находилось около 1000 военных подводников и несколько зенитных орудий. А само судно нигде не было помечено как госпитальное. По законам войны это делало его законной целью. Но большинство оставшихся в воде были гражданскими беженцами и детьми, которые не имели ни малейшего представления, что плывут на военном транспорте. Было ли это военным преступлением? Комиссии разных стран разбирали вопрос десятилетиями и так и не пришли к единому мнению. Формально – нет. По существу вопрос остается неудобным до сих пор. Маринеско не мог знать заранее, что перед ним корабль, набитый беженцами, а не подкреплением для фронта. Судно шло без опознавательных знаков госпитального транспорта, и с точки зрения устава, это была ровно та цель, для которой существует военный флот. Немецкий писатель Гюнтер Грасс, лауреат Нобелевской премии, много лет спустя посвятил этой катастрофе целый роман. Отчасти именно потому, что в самой Германии о ней предпочитали не вспоминать. Маринеско вырос в Одессе, окончил трудовую школу и сразу пошел в море учеником матроса, а затем в мореходный техникум на штурмана. К подводным лодкам он пришел в середине 30-х, но довольно быстро получил под командование собственную субмарину. И вот теперь, спустя почти 10 лет, ему нужен был не просто потопленный корабль, а способ вернуть себе доверие начальства. Самого Маринеско на родине героем так и не сделали. Начальство считало его слишком проблемным из-за пьянства и самовольных отлучек, и вместо звания Героя Советского Союза он получил орден пониже, а вскоре был разжалован и уволен из флота. Реабилитировали его только в 1960-м, вернули звание и пенсию, а спустя еще 3 года устроили торжественную встречу, положенную капитану по традиции. Рак забрал его всего через 3 недели после этой церемонии. Ему было только 50. Звание Героя Советского Союза ему присвоили только в 1990-м, уже посмертно. Подписывайтесь, если вам, как и мне, интереснее смотреть, что реально написано в документах, а не какой ярлык на это навесили. По числу не попавших домой катастрофа лайнера превзошла и «Титаник», и «Лузитанию» вместе взятые. Но после войны они попросту молчали. Германия проиграла, а сочувствовать немецким беженцам после того, что открылось о лагерях, было практически немыслимо. Так крупнейшая катастрофа в истории мореплавания выпала из общей памяти. Не потому, что о ней нечего было сказать, а потому, что говорить об этом оказалось некому. У первых 2 историй при всей разнице деталей один и тот же костяк. Перегруженное судно, уверенность, что в этот раз пронесет, и система, не готовая к худшему сценарию. Третья история устроена совсем иначе. Здесь неизвестно даже то, что случилось в принципе, не то, что почему. Летом 1910 года со стапелей в Филадельфии сошел угольщик длиной около 165 метров. Один из крупнейших кораблей американского флота на тот момент. Назвали его «Циклоп». Первые 7 лет его службы прошли спокойно. Балтика, Восточное побережье, Карибское море, а в 1914 году эвакуация беженцев из мексиканского порта Веракрус во время американской оккупации города. К 1917 году капитаном был Джордж Уорли. Фигура, прямо скажем, странная. По палубе он рассказывал в кальсонах, котелке и с тростью, будто это была форма.
Разведка флота США позже установит, что на самом деле его звали Иоганн Фридрих Вихман, что родился он в Германии и попал за океан еще подростком, спрыгнув с торгового судна в Сан-Франциско. Там он взял новое имя в честь знакомого моряка, открыл салун на Барбари-Кост и постепенно перевез через океан родных братьев. До флота он успел покомандовать несколькими торговыми судами, которые возили, среди прочего, грузоопиум с Дальнего Востока в Сан-Франциско. Экипаж вспоминал его без особой теплоты. Вспыльчивый, грубый, мог обругать офицера за мелочь, а однажды будто бы гонялся за мичманом с пистолетом. Сослуживцы сравнивали его нрав с капитаном Блаем, тем самым из истории про мятеж на Баунти. В начале 1918-го «Циклоп» разгружал уголь для флота в Рио-де-Жанейро. Домой, в Балтимор, его загрузили не углем, а марганцевой рудой, сырьем для стали, которая гораздо плотнее угля. 10 800 тонн руды вместо привычного груза при паспортной грузоподъемности в 8 тысяч тонн. Еще до отплытия Уорли сам доложил о неисправности. Треснул цилиндр правого двигателя. Комиссия проблему подтвердила и все равно разрешила идти домой своим ходом. Ремонт решили отложить до возвращения. По пути домой «Циклоп» неожиданно зашел на Барбадос. Осадка судна превышала грузовую марку, что прямо указывало на перегруз. Портовая проверка формально признала груз закрепленным правильно. Но вот показательная деталь. Единственный на борту офицер, разбиравшийся в перевозке марганцевой руды, к тому моменту сидел под арестом в своей каюте. Поссорился с капитаном из-за пустяка, и погрузкой в итоге руководил менее опытный человек. 4 марта «Циклоп» вышел с Барбадоса курсом на Балтимор. Последняя радиограмма с борта уместилась в 3 слова: «Погода ясная, все в порядке». 9 марта его будто бы заметил у берегов Виргинии танкер «Амолка». Впрочем, капитан танкера позже это опроверг. А на следующий день, 10 марта, тот же район накрыл сильный шторм. Больше от «Циклопа» не было ни единого сигнала. 13 марта в Балтиморе судно не встретили. Обломков не нашли ни тогда, ни позже, ни щепки, ни спасательного круга. Не нашли и останков экипажа. Расследование флота продолжалось месяцами, и только в конце августа того же года «Циклоп» официально признали пропавшим. К тому моменту поиски не дали ровным счетом ничего. Версии с 1918 года выдвигали одну за другой. Немецкая подлодка, мятеж на борту, капитан-предатель, гигантский морской хищник из старых матросских баек. Была и совсем конкретная версия о сговоре. Консул США на Барбадосе в телеграмме в Вашингтон прямо указывал, что среди пассажиров и экипажа подозрительно много немецких фамилий. И предполагал, что капитан вместе с одним из пассажиров, консулом в Рио-де-Жанейро, которого тоже подозревали в симпатиях к Германии, мог сговориться и передать судно противнику. Когда сверяешь эти версии с архивами, самые эффектные объяснения рассыпаются первыми. Немецкие документы после войны проверили. Ни одна подводная лодка в этом районе в те дни не значится. Мятеж действительно готовился заранее, но его подавили еще в порту, и следствие не нашло связи между тем случаем и исчезновением уже в открытом море. Версию о сговоре с немецким командованием разведка тоже проверила и доказательств не нашла. Перегруженный корпус с неисправным двигателем встретил на своем пути тот самый шторм. При такой волне нос и корма судна повисают на гребнях соседних волн, а нагруженная середина остается без опоры. Ровно там, где и без того ослабленный металл получает наибольшую нагрузку. У кораблей той же серии позже находили похожую коррозию несущих балок именно от контакта с рудой. А инженер, изучавший дело для одного документального проекта, отмечал, что руда, в отличие от угля, способна смещаться внутри трюма даже при полной загрузке, а брезентовые крышки люков пропускали воду. Ночью на вахте обычно остается не больше 1/10 части экипажа.
Если корпус переломился внезапно, у остальных попросту не было времени добраться до палубы. Не то что спустить шлюпку или дать сигнал. 306 человек, весь экипаж и несколько пассажиров, включая американского консула, просто исчезли вместе с судном где-то между Карибским морем и Атлантикой. Кстати, вопреки расхожему мнению, это даже не самая крупная потеря флота США вне боевых действий. Похожая история случилась еще в 1800 году с фрегатом «Инсургент», пропавшим примерно в тех же водах во время урагана. Но именно «Циклоп» стал символом выделения, потому что пропал без вести не в эпоху парусников, а во времена радио и телеграфа, когда бесследно исчезнуть казалось уже почти невозможным. Участок океана, где пропал «Циклоп», позже назовут Бермудским треугольником. Сам термин придумали только в 1964 году в журнальной статье, а закрепила его массовая книга 1974 года тиражом в несколько миллионов экземпляров. С тех пор к этому же участку океана приписывают уже больше полусотни судов и десятки самолетов. А причины называют любые – от магнитных аномалий до порталов в другое измерение. Один из таких сюжетов про шхуну с найденным на борту пустым кораблем-призраком исследователи потом отследили до единственного газетного пересказа без всякого первоисточника. Про танкер, взорвавшийся и затонувший в Мексиканском заливе в 1972-м, писали, что весь экипаж исчез бесследно, кроме капитана, найденного сидящим за столом с чашкой кофе в руке. На деле береговая охрана сфотографировала обломки, подняла на борт нескольких человек из экипажа, а сам танкер затонул вообще не в границах треугольника, а у берегов Техаса. Здесь стоит сверяться не с легендой, а с цифрами. Ллойдс Лондонский, старейший и один из самых дотошных морских страховщиков в мире, не берет с судов, идущих через этот район, повышенную страховку. И не берет ее уже больше полувека. Береговая охрана США и Национальное управление океанических и атмосферных исследований официально подтверждают, статистика исчезновений здесь не выше, чем в любом другом настолько же оживленном участке океана. Исследователь Лоуренс Куше в середине 70-х прошелся по десяткам необъясненных случаев из популярных книг и обнаружил, что часть кораблей тонула вовсе не в границах треугольника. Часть во вполне задокументированных штормах, которые просто не упомянули при пересказе. Когда я полез проверять именно страховые ставки, а не количество статей про треугольник, все встало на свои места. Страховой рынок – структура, которая зарабатывает именно на точном расчете риска, давно поднял бы цену полиса, будь этот участок океана действительно опаснее других. Раз этого не произошло за 60 с лишним лет наблюдений, единственная реальная аномалия здесь – это внимание, которое достается куску океана явно не по масштабу. Та же закономерность, кстати, работает и в первых двух историях. За громким ярлыком почти всегда прячется причина куда прозаичнее – перегруз, коррозия, недосмотр. Айсберг и морской хищник просто лучше запоминаются. И все же в истории «Циклопа» есть одно совпадение, для которого не нужна мистика, только инженерный расчет. У «Циклопа» было два корабля-близнеца, построенных по тому же чертежу – «Протей» и «Нерей». Оба десятилетиями спокойно служили в том же флоте. Оба списаны в начале 20-х годов. Оба проданы канадской компании в 1941-м. И оба, с разницей всего в несколько недель, пропали без вести в тех же самых водах, груженные той же плотной рудой, на этот раз бокситовой. Ни одну из двух потерь не связали с немецкими подлодками, хотя шла уже другая война. У этой версии есть и еще один свидетель. Похожее грузовое судно того же типа перевозок несколько лет спустя переломилось пополам в спокойную погоду, безо всякого шторма, именно из-за разъеденных коррозией несущих балок. Стопроцентно доказать это именно для «Циклопа», «Протея» и «Нерия» уже невозможно. Вещественных доказательств просто не осталось. Но для инженеров 3 однотипных исчезновения подряд куда убедительнее объясняются конструктивной ошибкой, чем любой легендой о треугольнике. Обломки всех 3 кораблей – «Циклопа», «Протея» и «Нерея» не найдены до сих пор.
Где-то между Карибским морем и восточным побережьем США та самая руда лежит на дне уже больше века. А вместе с ней единственный по-настоящему открытый вопрос из 3 сегодняшних историй. Куда делся сам корабль, если даже враг здесь совершенно ни при чем? Обломки Доньи Пас нашли через 32 года. Причину, по которой Густлов ушел на дно, знают с точностью до минуты и до имени человека у перископа. У циклопа нет ни того, ни другого. Только пустой квадрат на карте и порт назначения, в который он так и не вошел.